Сейчас многие в восторге от этого теста на пельмени или вареники. Ну, конечно же, друзья, и мы хотим получить восторг. Привет, с вами Ух ты Кухня. Всего 2 ингредиента. Начнем с теста. В миску просеиваю 300 граммов муки. Все настолько просто, что даже я удивилась. Ну что, поехали. Сейчас беру 200 мл кефира комнатной температуры. Вливаю в муку и начинаю замешивать тесто. Это ж надо такое придумать, а? Сейчас попробуем, насколько это вкусно. Я это сначала делаю ложкой для удобства, а затем перехожу на руки. Поначалу будет казаться, что тесто непослушное, не хочет соединяться в общий ком. И все же нужно набраться терпения. И все будет гладенько и мягенько. Посмотрите, как все взялось. Буквально какие-то пару минут. Без растительного масла, без ничего. Немножко стол припылю мукой, совсем чуть-чуть. И домешаю на столе. Мне так удобней. Все. Как только тесто стало однородным, мягким, не липнущим к рукам, оно готово. Прошло какие-то буквально 4 минутки. Беру пакет и выкладываю тесто. Оставляю его на столе на 30 минут, чтобы отдохнуло. А сейчас сделаем начинку для пельменей, от которой и я в восторге, друзья. Уверена, и вам понравится. Мясорубка готова. Благо сезон квашеной капусты, она будет нам в самый раз. Беру мясо пожирнее, пару луковиц, ну и начинаю вытворять. Сразу лук порежу, чтобы было удобно пропускать через мясорубку все это дело. Сеточка у меня меленькая, можно, конечно же, и покрупнее, тогда начинка получится сочнее. Тут уже дело вкуса. Мяско жирненькое выберу, так вкуснее. И еще от себя добавлю небольшой кусочек свежего сала. Есть у меня, думаю, будет еще лучше. О, красота! Миска и поехали! Вообще-то надо, Аня, включить это дело все в розетку. А теперь поехали! И вслед за мясом пропускаю квашеную капусту. Граммов так 200-250. Я ее не промывала, ничего, просто немножко отжала от жидкости. Поверьте, это будет прям пальчики оближешь. Я сама не ожидала, что с квашеной капустой пельмешки такие вкусные. Идеально. И мясорубку почистили, и фаршик вкусный приготовили. Осталось немножко присолить. Осторожно, потому что у меня здесь квашеная капуста. Сюда же черный молотый перчик. По желанию можно добавить, конечно же, чеснок. Я бы сухого добавила, но у меня сегодня нету. Вливаю миллилитров 50 холодной воды, прям ледяная. И все хорошо перемешиваю. Фарш на пельмени я не отбиваю. Тогда он получается даже в пельмешке такой сочный, рыхлый. Как это правильно сказать? Вкусный. Правильно, Сережка, вкусный. Нужно сделать бигус польский. Вкуснятина. Как раз и животики почистим, и вкусную еду съедим. Все, как только вода вмешалась, фарш готов. Накрываю тарелкой или пищевой пленкой и ставлю в холодильник, пока тесто отдыхает. Сразу и водичку наберу, поставлю, пусть себе греется. Сейчас будет у нас, Сережка, очень вкусный обед с тобой. Все, я думаю, все отдохнуло, все настоялось, можно начинать лепить. Тесто. Ой, какое оно нежное, друзья. Немножко стол пропылю мукой. Отрезаем. Ну, здесь кто как любит. Мне проще скатать колбаску. Тесто эластичное, с ним приятно работать. Ну и здесь все как по накатанной. Пельмешки. Ой, смотри, какие они у меня будут красивые. Маленькие. Це меня свекровь похвалит. У нее еще меньше, в половину. Все. Выкладываю на досточку, присыпанной мукой, и продолжаю. Ну а ты, Сережка, клади камеру и присоединяйся. Будет быстрее. Пока вода закипит, пельмешки будут налеплены. Поехали. Давай, мясо так щедро кладу. Ты давай крути, а я буду лепить. Давай, так и сделаем. В принципе, как всегда. Я всегда катаю, Сережка лепит.
Только краешки хорошо скрепляй. Какие мы с тобой, Сережка, молодцы. Друзья, какие-то 15 минут, и у нас 2 доски с пельменями. Это Сережка лепил, Красавчик. а это я. Ставьте лайки, друзья. А мы пельмешки будем сейчас варить. Воду щедро солю. Аккуратно, потому что сейчас будет... Реакция. Да. Я еще люблю добавить 1 лавровый лист и несколько горошин душистого перца. Даю прокипеть буквально 30-40 секунд. Когда вода сильно закипела, я ее раскручиваю и бросаю пельмени. Смотрите, как они там, ух, красиво. Попробуем. Из этого количества теста у нас получилось 67 пельмешек. Пельмешки должны вариться в таком свободном плавании. А эти мы поставим в морозилку, чтобы проверить, как ведет себя тесто после заморозки. Сережкины поставим. Подготовительный процесс. Какие же пельмешки без масла, друзья. Хотя моя бабушка в детстве всегда сдабривала пельмени с мальцем. И тоже было очень вкусно. Сережка, хочешь? Все, я думаю, будет достаточно. А во вторую мисочку сметану. Ну, сметаны можно побольше. Побольше. Достаточно. Ой, посмотри, какие они красивые. Поднялись. И начинают закипать. Ой, такие все красивые, целенькие. Так кто ж лепил? Я лепила. Ставьте лайки, друзья. Сережка тоже хорошо справляется. Зато быстро. Да, семья – это сила. Да, так и есть. Берегите друг друга. Пельмешки проварились 5 минут. Можно вынимать. А перед этим я полью немножко холодной водой, чтобы остановить процессы приготовления. И говорят, что пельмени останутся после этой манипуляции блестящими. И аккуратно вынимаю. И сюда в масло. Ой, красота. Перемешиваем, как бабушка с мамой учили. Подкидываем. И вот так. Ой, как вкусно пахнет. Друзья, посмотрите, какая красота. В маслице аромат стоит просто потрясающий. Сегодня, Сережка, усиленная прогулка после такого шикарного обеда. Это очень вкусно. Посмотрите только на мою довольную моську. Откусываешь, бульончик течет. Капуста придала пикантность, сочность, необычный вкус. Во. А тесто чего стоит? И тесто вкусное. Оно, кстати, такое мягкое и эластичное. Просто тает во рту, да? Да, оно просто тает. Ну как вам, Сергей Николаевич? Наконец-то я дегустатором стал. О, Да? ну да, ты все там Ну, жаловался. конечно. Всегда с моей тарелки, всегда это. Ну, я ж любя. О. Угу. Закон притяжения сработал. Это точно. Вторая партия на подходе, друзья. С меня такой оператор, конечно. Сережка, ты знаешь, ты у меня молодец. Как у тебя так получается все хорошо? Так что лепим вторую партию еще. Лепим, да. Тесто Мы еще отдыхает. покажем, как оно на заморозке. Да, мне интересно, какое оно после заморозки. Все, друзья, всем приятного аппетита. Делитесь и дальше своими рецептами. Будем готовить Ну, вместе. тесто вообще класс. Угу. Скажи, у нас Да и есть- пельмени сами класс. И начинка тоже супер. Ты меня умничка. Благодарю тебя. Вместе мы сила. Да, благодарю, что ты живешь со мной. Наслаждайся, Сережка. Конечно. Хочу сделать пару вареников с вишней. У меня здесь вишни без косточки. Так пельмени еще вареники мы делаем. Сережка, мы сделали пельмени, но мне осталось тесто. И я хочу сделать еще и вареничков. Вареники с вишнями. Да, Зимой. да, замороженных. А как? А такие вот трубочки, что ли, да? Ну, это же эксперимент. Давай еще. Раскатала немножко. О, тут вообще прекрасно все получается. Смотри, как круто. Потоньше тесто нужно раскатывать. Будешь такие вареники? Ну, надо попробовать. А я тебе не дам. Знаешь почему? Почему? Потому что я уже знаю, что это будет вкусно, а ты сомневаешься. Вот такие вот красавцы у меня получились. Ну, как десерт на одну порцию будет идеально просто. Тоже в морозилку. Ой. Варенички ставим, а слоеное тесто ставим сюда. Все. Класс. Благодарю тебя, боженька, за дары твои. Водичка уже кипит. Сейчас проверим, как ведут себя замороженные пельмешки. Только достала. Кстати, хорошо, что есть такая палочка-выручалочка.
Приехали, готовить некогда. Водичку поставили и опа. Сейчас будет вкусный обед. Хочу же их так немножечко раскрутить водичку. Так, давайте, мои хорошие, поехали в кастрюльку. Справилась. Ну и варим. Пельмешки варятся. Ну, пока ведут себя хорошо. Еще 1 минуточку осталось. 5 минут прошло. Да, один, может быть, здесь какой-то и развалится, потому что лепка здесь и моя, и мужа. Ну, что я хочу сказать, друзья. На мой взгляд, заварное тесто после заморозки ведет себя лучше. Так что, даже если один пельмешек развалился, не страшно. Это все равно вкусно. И сок весь внутри. Сильно горячо. Погода.